Здравствуйте, товарищи! Я вам подготовил уже третий выпуск передачи «Моя, твоя, не понимать», тема которой стала «Почему империум человечества находится в технологическом упадке». На заре своего развития, в темную эпоху технологий, человечество достигло своего пика научных достижений, но восстание железных людей уничтожило множество знаний. У восставших машин были такие боевые единицы, которые поглощали пространство, время и информацию в атакуемом месте. Эту информацию нам предоставляют рассказы вечные и неотмеченные из цикла «Ереси Хоруса». Так после этого, может, что-то и можно было привести в порядок, но тут начались демонические вторжения, которые еще больше снизили научный потенциал человечества. Во времена Великого Крестового Похода удалось многое восстановить, благодаря Adeptus Mechanicus и прочим организациям, но в тот момент, когда началась ересь Хоруса, разделились не только легионы космического десанта на предательские и лояльные, но такому же разделению подверглись абсолютно все структуры и объединения молодого империума, в том числе и хранители знаний Механикум Марса. Между сторонами началась война, в том числе с использованием мусорных кодов, своего рода компьютерных вирусов, которые уничтожили многие восстановленные знания и данные. Эти события описаны в книге «Механикум» из цикла «Ересь Хоруса» под авторством Грэма Макнила. Очередное потрясение задало тенденцию к потере знаний и ритуализации и обожествлению технологий. То есть, если не знаешь, как оно работает, то просто верь, что все идет нормально. Последующие крупные войны по типу войны зверей и нашествию прочих враждебных ксеносов приводило к утрате архивов, планет-кузнец, со знаниями редких технологий и так далее. Если империю конкретно деграднул, тогда какого в 42-м тысячелетии Архимагус Белизариус Кол смог выкатить улучшенных десантников Примарис и новую боевую технику? Причин здесь несколько. Во-первых, некоторые магасы Adeptus Mechanicus настолько древние, что живут с ереси Хоруса, как Коул. Да, из-за его возраста кое-что у него забывается, но не все. Плюс в Империуме еще сохранились редкие знания о былых великих технологиях, но массово производить их невозможно. К примеру, охрана самых влиятельных магасов Механикус почти осознает себя, то есть им пару шагов не хватает до воссоздания искусственного интеллекта, и делают это они либо потому, что не могут, либо не хотят, тем самым не желая нарушать священные запреты. Во-вторых, проект космических десантников Примарис и их боевой техники начался еще прямо после ереси Хоруса по приказу примарха Рабаута Желимана, и лишь его ранение и погружение в стазис заставило не выкатывать эти новинки раньше воскрешения примарха 13-го легиона. Механикум, Adeptus Mechanicus, или как там черт их звать? На событии ереси Хоруса организация на Марсе называлась Культ Бога Машины или Культ Механикум. Все началось в начале ереси Хоруса. Часть членов культа во главе с генерал-фабрикатором Марса поддержали магистра войны Хоруса Луперкаля, а часть осталась верна императору человечества. Предатели были испорчены мусорным кодом хаоса и впоследствии стали называться темными механикумами. А лояльная часть, желая играть более важную роль в Империуме, влилась в управление государства людей, создав Adeptus Mechanicus, то есть организовав своего рода государственную структуру внутри Империума человечества, таким образом окончательно связав Империю Бога Машины с Империумом человечества. Интересный факт, что до этого это было, да и после, формальностью. Империя Adeptus Mechanicus считалась союзной империей Империума человечества, но две фигуры так сильно сплелись, что стали представлять неразрывное единое целое, пусть и с широкими элементами самоуправления.
На этом на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Старый Стратеговод. До свидания, товарищи.